жизнь старинного московского дома, она может быть разной. Как правило, в старинных московских особняках, они были выкуплены в конце 90-х, начале 2000-х, сидят какие-то частные... Это Маруся, да? Спасибо большое. Я уже долго вас не вижу, думаю, я соскучилась. Ой, как приятно, спасибо огромное. Жизнь старинного московского дома может быть совершенно разной. Как правило, попасть внутрь у нас нет никакой возможности. Либо в доме находится какой-то фонд, либо какой-то банк, либо музей в лучшем случае. Но сегодня мы вас приглашаем внутрь старинной московской усадьбы на Старой Басманной. В гостях у Муравьевых апостолов сегодня ярмарка. Ярмарка называется «Прабабушка», и, собственно, это заглавие, оно и рассказывает всю ту историю, которая происходит внутри. Решиться пустить в старинную анфиладу такую шумную толпу, предлагающую вышитые салфетки, духи, какие-то невероятные совершенно платья, надо иметь определенную смелость. Я надеюсь, что мы поймаем сегодня директора этого частного музея, который сейчас находится в усадьбе Муравьевых апостолов, и немножко с ней поговорим, как она решилась на такую смелость. Ну и, конечно, увидим организатора самой ярмарки Марию и тоже допросим ее со всем пристрастием. А пока приглашаю вас зайти внутрь. Маруся пусть идет первой и покажет, какая невероятная красота сегодня творится в этом доме. Гульнара Эриковна, я даже не знаю, я уже много раз объяснялась в любви этому дому и тому, что вы с ним делаете, потому что возможности зайти в старинную московскую усадьбу и увидеть эту лепнину, эти люстры, мы придем, если вы выделите нам время подробно, потому что эти истории, особенно про люстры с этим синим стеклом, меня потрясли в своей... И люстры, и наши рельефы эти потрясающие, тоже Кампионевская, тоже отдельная такая вообще история. Фантастический жилой дом, который, несмотря ни на что и вопреки, цветет и расцветает. Это совершенно замечательно. И вы решили спустить ярмарки. Да. Это вообще такое было, наверное, решение непростое. Непростое, действительно, потому что все-таки усадьба, городская усадьба Муравьевых апостолов, это все-таки дворянская усадьба, это понятно, но время идет. Это одна из возможностей прийти людям, посмотреть, окунуться в атмосферу дома. Потому что, да, мы как частный музей, к сожалению, не открыты постоянно, как многие государственные музеи. Можно попасть на экскурсии. Мы проводим экскурсии с сборными группами своими, и ваши группы принимаем, и всех московских экскурсоводов только привечаем в наш дом. Но это опять такая история организованная, то есть так вот... решил пойти в музей, поехал, не получается. Да, не получается. Но вот такие вот ярмарки, как они называют современным языком, маркеты, это как раз такой вот тоже получается момент притяжения к дому. Вот. И,
Конечно, есть такой, ну, не очень строгий, но отбор все-таки, да, людей, кто это делает, организаторов. Конечно. Это должны быть люди, близкие нам по духу, это люди, которые знают, куда они пришли, и с таким достаточно очень отношением правильным к дому, что можно делать, что нельзя, что это действительно не какой-то там лофт, не какой-то рынок, где можно как угодно разложиться. Но и нам эта история нравится еще почему? Потому что вот в представленных вещах, которые здесь на этой ярмарке можно увидеть, очень много исторических вещей. Без всякого сомнения. Либо вещей современных, сделанных со вкусом, но с каким-то там омажем, отсылкой, каким-то таким старым дореволюционным вещам. Да. И это все, на мой взгляд, наполняет вот такой жизнью вроде бы повседневной, но жизнью людей современных в усадьбе. То есть это вот хочется, чтобы люди приходили в усадьбы и по такому поводу. И чтобы как-то наполнялись вот этим духом. Взаимно и наполнялись. Да, и атмосферой. А вообще у Муравьевых апостолов есть вот, сохранились описания таких праздников действительно не просто семейных, а каких-то давал 3 балла ежегодно. Нет, ну, конечно, Иван Матвеевич, хозяин дома, это такая личность удивительная была, и он любитель балов, а особенно пиров, потому что он был большим гурманом. Да, как известно, в их семье жил повар-испанец, а он же был дипломатом и привез из Испании вот этого повара. Поэтому мы знаем, что Иван Матвеевич любил застолья, любил гостей, имея такой непростой характер, в общем-то, но он был очень гостеприимным, по-русски абсолютно, хлебосольным, очень хозяином. Поэтому наполнение вот таким даже количеством людей, как сегодня в данном случае. Он был бы доволен. Да, он был бы доволен. Он общительный человек был. Поэтому... У меня люди, которые сейчас приходят, говорят, вы знаете, и несколько человек сказали одно и то же: мы идем и улыбаемся. Я говорю, вот это счастье, которое испытываешь в вашем доме особенно, я много где бываю, а можно мы перевернем Марусю с нашей аппаратурой, и у вас здесь особенная мебель, и на ней можно вот здесь посидеть. Мы здесь ею пользуемся, да. Конечно, мы трепетно к ней относимся, но хочется это вот наших гостей, именно гостей, таких близких друзей дома, мы привечаем всегда вот в наш этот общий офис и стараемся посидеть за этим столом. Как-то по-другому беседа даже строится. Еще бы. Я сразу, во-первых, хочу показать замечательные салфетки. Это Марфа и сундук. И здесь цитаты из Евгения Онегина. У меня просто дома ровно такие же. Да. Сейчас есть вот это иностранное сложное слово placemat. А как, кстати, по-русски? Подтарельник, я всем говорю. Меня никто не понимает. Подтарельник, в принципе, нормально. Да. Я тоже вот долго искала чайную скатерть, и не все даже производители понимают, что это такое. О чем речь. Вот, кстати, у Иры в Сирине у нее есть и с ручной набойкой. Именно чайные скатерти. Все спрашивают, а что это такое? А дальше ты начинаешь объяснять, что такое чайное платье и так далее. Спасибо вам огромное, что вы и открыли двери, хоть и для особенных, но все-таки маркет оставим сегодня, ярмарок, потому что это особая радость, когда дом живет и хозяин, как мы выяснили, домом доволен. Да. Спасибо. Маленькое такое добавление. Буквально мы вчера с коллегой, мы сейчас готовим выставку, так чуть-чуть анонсирую. Все-таки в этом году 200 лет восстанию декабристов. И мы мимо этого не можем пройти. И мы сейчас читаем семейную переписку, конечно же. И Сережа Муравьев апостол, знаменитый декабрист. Сережа, как мне нравится, как вы... потому что мы-то по-домашнему, как члены как родственники. Да, и который был, как известно, уволен из гвардии, оказался в простом Черниговском полку, и даже отпуска не давали, а давали возможности только по большим праздникам и на ярмарку.
Гениально. поехать, да. И у него есть такая фраза в одном из писем друзьям, членам тайного общества, где он пишет: «Встретимся на ярмарке». Он так немножко такой парировал к такому мужицкому, крестьянскому такому обращению. «Встретимся на ярмарке». Кстати, прекрасное название. Как-то никто его еще и не... Да, мы вот уже пытаемся. Надо делать свою. Да, делать свою ярмарку. Спасибо вам огромное. Именины сердца. Пошли дальше гулять. Давайте. Вам удачи, во-первых, с вашим новым амплуа. Не говорите. Проще ребенка в первый класс, чем смотреть, как люди рассматривают то, что ты придумал. Посмотри, что тут внутри. И все у нас ручной работы, проклеиваем. Да. И вышив. Ярмарки. Да. Спасибо огромное и до встречи. Конечно, обязательно. Спасибо. До встречи в нашем доме обязательно. Обязательно. Я осенью к вам упаду в ноги и что-нибудь придумаю. Как и всегда, на таких ярмарках шум, суета, гам. Все начинается с цветочной лавки. И видите, мне сегодня подарили цветы, потому что на этой ярмарке у нас сегодня премьера, и мы тоже покажем то, что мы на ярмарку привезли. Хочу обратить ваше внимание на невероятной совершенно красоты ампирное зеркало. Марусь, посмотри, какое, который рассказывает историю этого дома даже лучше любого экскурсовода. И здесь, собственно, сама парадная анфилада с окнами на улицу, ну и такой параллельный коридорчик, по которому мы и начнем наше движение. Большое количество разных проектов. Проходят детские мастер-классы, потому что дети тоже, конечно, приходят на ярмарку, их здесь довольно много. И вот они здесь, эти крошечные существа, что-то такое пасхально, невозможно нарядно, прекрасное, вырезают, да, раскрашивают сами Пасхи. Ну, такой прям настоящий маленький детский сад. Очень здесь шумно. Я думаю, что мы, наверное, пойдем дальше, потому что детский мастер-класс точно не перекричать. Невозможная красота, как обычно. Наш выпуск выйдет накануне Пасхи. Мы решили, то есть мы уже куличи делали, Пасхи мы делали. А в этот раз мы решили вдохновить людей на пасхальный стол. Они уже пережили Страстную, уже наверняка испекли куличи. И вот тот последний момент, когда надо стол накрыть и подумать о подарках. Они еще успеют забежать в галерею Сирен в гостином дворе. Но вот что есть у вас такого, да, чем можно украсить пасхальный стол? Я думаю, что в основе любого украшения скатерть, да, потому что стол — определяющее место, от него все и начинается. И наша с вами любимая художница работа ручной набойки – это чайная скатерть. Она, собственно, чайная, потому что она кладется в центр стола, или если вы сервируете отдельно, например, у вас большой стол, за которым вы едите, рядом вы ставите стол, на котором выставляется все под Пасху. То есть у вас там должен быть кулич, Пасха, собственно, как сама Пасха, или пасочница. А пасочницы есть у вас? Да, ой, еще и деревянные. Они деревянные. У нас, если вы зайдете в галерею, я привезла в этом году пасочку 18 века из городца, мне нашли. Но все-таки готовить нельзя, а вот в современной вы ее, собственно, просто собираете. Он не сложно, вы ставите одно в другое. И получается такая форма в виде конуса, куда вы кладете марлю, точнее, наверное, вы уже это сделали, и потом под гнет в холодильник и украшаете цукатами.
Но для декора вы можете пасочку использовать и просто так. То есть вы ее, собственно, собираете, ставите в нее маленькую вербочку. Все получается очень, очень просто и необременительно. Красное яйцо, как обязательная часть программы. Ой, какое красивое. Ой, боже мой, какой красивый. Вот такая тонкая работа выжигания. Ну, собственно, смотрите по размеру. Или если у вас такая более... то есть это очень традиционно, это так посередине между традицией и современностью. И современным. Но получилось хорошо. Хороший автор, да, вполне. И цвет как надо, как у Марии Магдалины в руках. Да. Помните? И такая трогательная история, собственно, семья художницы, мама делает формы заготовки, управляет процессом, дочь художник настоящий расписывает, а лица пишут с внучки. Все это в маленьком, все это в маленьком домике, под Балашихой, то есть как-то вот какая-то такая удивительная художественная жизнь, которая продолжается. Ну, то есть вы можете не обязательно красный цвет, можно и более нейтральный. Да, сегодняшняя ярмарка это голубой цвет. Мы старались в голубом. Мы тоже. Тогда у нас, собственно, новый вещь, смотрите, гжель, нашла мастерскую. Гжель, она очень тонкая. Прозрачная, я тоже хотела сказать. Да, удивительная совершенно. И вот такая вещь, собственно, и для букета, и для подачи сливок, то есть если сервируем синим, то... А сливок уже как хочется, Ира. Жирненького, настоящего. И здорово, кстати, сливки полить на Пасху, если она не очень жирная получилась. У нас, кстати, примеры коробочек. Ух, это ваши прямо, да? Да, это мы уже сделали. Здесь даже написано, что продается в галерее Сирен. Слушайте, это прямо рывок, прорыв. Поздравляю. Давайте отпразднуем. Это любимая Марусина. Я тебе возьму. Ландрины с шампанским. Двери открывай, рука. Ландрины, а я тоже можно возьму. Я тоже возьму шампанское. Это мы у вас первый раз открыли, и у Маруси зависимость от этого шампанского. Для подарка, вот, мне кажется, на Пасху уже принято было самые маленькие подарочки, да, собственно, и не обязательно большие и дорогие. То есть здесь, собственно, главное, чтобы было достаточно... Это Переславль, да? Да, наш переславский пряник просто хорошо, красиво его очень оформили. И Коломна, мастерская шоколада, шоколадные яички перепелиные с ореховой начинкой. Успеете в галерею Сирен в гостином дворе за пасхальными подарками. Я прошу прощения, я с шампанским, меня угостили ландрином. Это прекрасно. Да, а что еще? Воскресенье Имеем право. Это важно. Вот эта невероятная красавица, это не топ-модель, хотя, может быть, я чего-то не знаю. Но если говорить серьезно, я была совершенно сражена, наверное, уже года 3 назад, 4, около 3 лет назад, я на одной из ярмарок увидела вот такие носки фантастические. И я помню, что я купила и совершенно была поражена качеством. А потом я, может быть, с вами или кто-то был, да, когда вы отошли, мне рассказали удивительную, трогательную историю появления, можно я скажу, бренда. Да, все появляется тогда, когда это, наверное, нужно людям. И это, да, это мой отец, он всю жизнь работал в цехах, механиком, наладчиком станков. Представляете? Вот, в детстве я ездила... Это 90-е годы. Это с 69-го по... Вот, пока все не развалилось. Нет, на самом деле дольше, до 2017 года. И я психолог, говорю, ты всю жизнь мечтал, а мечты должны сбываться, работать на себя. И мы восстановили первых 2 станка, которые в 92-м выдали на зарплату. Это были такие дубовые носки. Какой-то город, я забыла. Пятигорск. Да, мы в гараже просто их восстанавливали. Ну, почти Стив Джобс, но только нет. Только немножко по-другому. А я работала всю жизнь в офисе, и я не понимала, как их продавать. И первые носки я продала в переходе, и меня забрали в милицию. И я поняла, что нужно оформить ИП, нужно оформить все правильно, нужно грамотно развиваться. И самое важное, что нужно помимо базовых носков давать людям цвета. Цвета – это самое у вас уникальное. Да. Это качество потрясающее совершенно, и цвета. Да, и мы начали выбирать вот такие, допустим, мы вот сейчас в Лиссабон вяжем очень много, у нас много заказчиков. У нас сейчас уже есть офис в Москве, небольшой, уютный, но свой. Но я хочу сказать, что я ваши носки ношу 3 года. И единственное, что может с ними случиться, это если постирать шерстяные носки, а это шерсть, засунуть их на 60 градусов, как умеют это делать дети, тогда они просто садятся. А так
Они не протираются, им совершенно ничего не делается. Но и... Мы стараемся укреплять. По этой причине мы укрепляем пяточку и носок, чтобы они точно носились. Ну, это уже какая-то технологическая придумка, но я как пользователь прямо снимаю шляпу и желаю, чтобы было лучше, чем у Стива Джобса. Спасибо. Потому что это замечательная история с станком, который выдали на зарплату, вдруг превратился вот в такую семейную историю. Самое важное, чтобы люди в семье просто поддерживали друг друга, и тогда нет ничего невозможного. Ну, это я так считаю всегда. Поэтому это точно. Круто. Спасибо, спасибо. Всегда на ярмарках много керамики. И вот это, конечно, замечательная совершенно керамика. И вот такие для сыра, или не обязательно для сыра, можно просто повесить вместо картинки на стену. И чудные блюдечки разные, да, для всякого рода, не знаю, украшений положить. Такие есть с ключиками, с коронами. Есть вот такие умопомрачительные совершенно тарелочки для, не знаю, всякой всячины. А вот мой любимый ключик, как раз его я отложила. И думаю, что если у меня хватит еще сил, приду как раз его куплю. Какой-то невероятной красоты. Я не видела ничего похожего. Это какая-то очень тонкая. А что это за ткань? Это ткань или вот как бы Нет, ткань. Это шелк. Он как бы на линии ветерочек. Дальше я ничего не поняла, но это действительно как будто бы ветер. Посмотрите, ландыши. Есть вот такая, вот почти такую я не удержалась и унесу домой, она на пуговицах. Смотрите, они есть без пуговиц, и это вот эта самая ткань, шелк, и это валяние. Да, то есть рисунок создается благодаря, да, вот как-то они, хочется сказать, валяют сверху этих тканей. Шелк пишущий, но он более тесный. Ну да. Смотрите, чайки. И это белорусская девушка, белорусская художница, Минск. Уникальный мастер. Мы не можем назвать ту социальную сеть, которая в Беларуси не под запретом. Юлия Черняхович можно найти в запрещенной социальной сети. И вот такие невероятные вещи приехали на прабабушку из Минска. Потрясающие совершенно. Марфа-Мариинская обитель принимает участие в ярмарках, и, конечно, как сделаны вещи, и как все это замечательно выглядит, выше всяких похвал. Хотела показать вам вещи, которые еще можно успеть купить до Пасхи. Это такой маленький платочек, его можно положить, например, в хлебную корзинку. Ну, удивительной совершенно красоты салфетки. Смотрите, какой шов и буквы «Христос воскресе». Это просто салфетки, которые используются для сервировки. Вот это с незабудками, мне кажется, совершенно удивительное. Это то самое, что под тарелку, да, кладется. Смотрите, какая... Можно я здесь так вот аккуратно положу? Смотрите, какой невероятный совершенно узор, пасхальное яйцо. То есть либо в центр стола, либо под каждую тарелку. Действительно, ой, сразу хочется все. Вот это мне очень нравится. Это как раз в корзинку, да, все же ходят освещать, да, или накрыть, или вниз положить. Знаете, как красиво, тоже невероятной красоты. Главное, что это очень и очень удобно. А лента для чего? А вот смотрите, мы сейчас... Повесить, завязать на корзинку, да? Угу. Вот как здесь. Смотри, какая вышивка. Но это вот такая вещь, это уже не просто использовать, а это вещь, которая передается по наследству. И вот она как раз лента, или вот такая, да, которая... А лента два вида сейчас, да? Нет, не только два. Вот это. Ой, вот это прекрасное.
вот это удивительной красоты, как вот эта салфетка. Я уже запуталась, но такую я сейчас куплю и пойду освещать куличи, самое нарядное. Среди прочей невероятной красоты есть удивительная совершенно лавр. А что это, кстати, у вас? Вообще мы называем себя креативная студия, которая занимается изделиями ручной работы. Почему студия? Потому что помимо того, что у нас есть производство в Санкт-Петербурге, у нас есть свои мастерицы, мы еще проводим мастер-классы. Вы находитесь в Петербурге, Да. и здесь на прабабушке вы приехали, проделали путь из Петербурга в Москву. Я увидела совершенно случайно в усадьбе Барышниковых и совершенно была сражена. И купила, по-моему, все, что там было в наличии. Это прежде всего... Можете показать вот эти... Я слово... Да. Вот это плейсмат, потому что здесь уже идет по периметру, и это кладется уже на стол в основном. И сделали мы пасхальную историю, сюда ставится кулич, и это повторяет яйца Фаберже, коллекцию Фаберже Карла. Потрясающе. Мне кажется, что это я придумала, оказывается, это уже давно все придумано, потому что идеи носятся в воздухе, а это такая, как будто бы, да? Да. Но здесь уже материал так, он водоотталкивающий, что достаточно удобно. То есть сюда попадает какая-то влага, вы просто его пропитали салфеткой, и все, он остается чистым. Ну и здесь мы точно так же разрабатывали, здесь добавили также яйца Фаберже и цыплят свинку. И все это можно дополнить невероятной красоты 3 цветов салфетки. Но если, да, но если такие, как я, которые любят все разное, то можно взять сразу зеленую, белую и красную, и будет это невероятно совершенно красиво. Ну и у вас, я все время любуюсь, и мне нравится, как вы его носите один. Да. Один манжет. Да, это, кстати, вполне себе браслет. Конечно. И у вас, поскольку я на вас теперь подписалась и все теперь смотрю, вот это какая-то невероятная на тафте, что я небольшой специалист. Фатин. Фатин. Да, мы можете себе представить? Вышиваем. Здесь это вышивка гладью. Это мы сделали, привезли как для образца. Здесь не обработано еще край, но вот это уже с мимозой, она абсолютно готовая. Фантастика. Да, это полностью ручная работа. То есть это такая, ну не обязательно пасхальная косынка, но красота совершенно, совершенно необыкновенная. Действительно, абсолютно воздушная мимоза, какая-то южная. А что в планах? В планах масштабироваться, осваивать Москву, знакомиться с новыми людьми, находить партнеров, друзей, проводить также мастер-классы, чтобы наши гости, клиенты учились сами вышивать и носили свои уже потом изделия на себе. Вот это я не умею вышивать, но это моя работа, когда проводили мастер-класс по брошам с васильками, вот я сделала. А где вы делаете? Прям в Европе, Мы да? делаем в Европе, в особняке Я забыла Мясникова. сказать, да, что сам магазин находится в гостинице «Европа», которая в центре Петербурга. Мы обязательно приедем специально, чтобы зайти к вам в гости. Спасибо. Или в особняке Мясникова, где эти ярмарки, наверное, маркеты, самые маркеты. Это тоже старинный особняк. Да. Я была зимой, меня совершенно поразило. И я думаю, летом, когда там двор, там еще... Очень красиво, да, они украшают двор, собирают точно так же различные локальные бренды, поэтому стоит посетить. Плюс этот особняк, он закрыт на просто посещение, поэтому маркет – это такая история, когда вы можете посетить и посмотреть старинный особняк. Вот поэтому сегодня в этот раз здесь сделали платный вход, потому что очередь стояла по всей старой Басманной, чтобы посетить и посмотреть. А сейчас вот только те, кто пришел с целью определенной. Спасибо огромное, Спасибо это восторг. Даже я не знаю, с чем сравнить по качеству исполнения и вкусу. Это очень приятно. Поэтому будем продолжать восхищаться и пользоваться, Спасибо. и стремиться в Петербург. А вы, надеюсь, к вам. да. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ну что, вот эта прозрачная красотка, хотя к слову красотка все-таки нет, красавица, это организатор ярмарки «Прабабушка», про которую мы сегодня уже поговорили. Человек, который собрал всех этих людей вместе, но даже нет, самое главное, Маша, сколько лет назад, получается, начала издавать журнал? Прабабушка появилась 4
года назад, даже уже чуть больше. А журнал вот в таком формате это 3 года назад. Причем я помню, это пандемия. Да. Я сижу на даче в кресле, и мне пишет Маша, не могли бы вы? И я быстро, просто сидя в этом кресле, пишу эссе, и оно было в первом номере, его не найти сейчас. Нет, вообще это раритет, у нас все спрашивают. Я его на отдала. Авито какие-то огромные деньги продаются. Я его отдала кому-то почитать, и у меня его нет, Маш. Можете себе Ну, представить? вот за ним охотятся. Да, будем охотиться на Авито. Я думаю, что вас миллион раз спрашивали, в чем была идея, вдохновение и так далее. Поэтому, наверное, мы эту историю опустим. Покупайте журнал «Прабабушка». Вообще-то он даже не журнал, он уже такое многотомное издание. О чем? О русской культуре с таким, наверное, небольшим акцентом в дореволюционную эпоху, но в современном прочтении. Просто обо всем, что мы любим, о русской культуре глобально. То есть мы не ограничиваем себя народной историей, мы можем писать и о других культурах, которые где-то пересекаются. Это может быть и Китай, и арабская культура, и все что угодно. То есть это там восточные сказки, сказки Пушкина, и это абсолютно такое вот многообразие, и это все в себя может вместить прабабушка. Прабабушка — это связь поколений, это то, что было раньше, то, что сейчас, и мы это вот И то, что стараемся будет. объединять. То, что будет, безусловно, да. И это удивительно, это большое счастье, когда ты не втиснут в рамки какой-то концепции. Потому что некоторые издания пишут, о, это не наш формат. А у вас действительно русская культура, это, я даже не знаю, что не входит Да, в это да, понятие. да. И это, конечно, совершенно замечательно. Последний номер абсолютно грандиозный. Спасибо большое. Сестры Михалковы. Как было Для с нас ним, большая радость. как Да. было с ними работать? Они просто невероятные. Они просто настолько светлые, и между ними совершенно потрясающие отношения двух сестер. Просто вот находишься с ними рядом, они все время шутят. Мы столько смеялись, пока интервью я у них брала. Это просто было настолько замечательно и приятно. Это очень чувствуется. Ты открываешь этот номер, ну, не знаю, если может номер открываешь, из него сразу истории, какие-то звуки, запахи, то это, конечно, ваша заслуга. Но я сегодня, придя на прабабушку, была совершенно сражена, что у вас новая придумка. Маша, расскажите два слова. Да, это новый детский номер, который тоже будет выходить 4 раза в год. Это не приложение к основному, а отдельный. Эту идею придумала моя дочка еще, наверное, 2 года назад. Просто она, наблюдая за мной, она решила тоже сделать свой журнал, склеила листочки, добавила туда фотографии, подписи, сделала обложку с голубыми цветами и написала крупно «Незабудка». Вот у нас до сих пор хранится этот журнал. А потом, чуть позже, я узнала, что, оказывается, до революции действительно был детский такой духовно-литературный журнал «Незабудка». И мы с редакцией решили, что почему до сих пор у нас нет детского журнала «Незабудка». Ну, главный редактор, имя дочки. Мы вместе, да. Замечательно. Я полистала, он абсолютно грандиозный, безупречный. И я сразу думаю, боже, почему моей дочке одной 17, другой 20, и я все равно купила им и «Незабудку» подарю. Маш, это какое-то невероятное совершенно, даже не дело, это все понятно, вам, наверное, говорили комплименты, но представьте себе, что такое количество хороших людей здесь собрались, и повторю, у меня сейчас ходят, да, те, кто, с кем я знакома, говорят, ходим и улыбаемся. Вот это, мне кажется, главный комплимент. Спасибо большое. Спасибо вам. Я очень рада. Спасибо. Невероятной красоты, Ксения, сама по себе. У вас какое-то потрясающее платье. Я
от него не отвести глаз. Уже видели на ярмарках ваши елочные игрушки, вот, но оказывается, что они не только елочные, но и пасхальные. Для меня это было совершенно удивительное какое-то открытие, что елочная игрушка может быть подарком на Пасху. А можете показать? К примеру, вот наша девочка, у нее пасхальный агнец в руках. Такое редко сейчас на столе встретишь, обычно у людей куличи или пасхи. В монастырях продаются. Да. У нас даже, мы иногда покупаем на ярмарке, вот приносим такого агнца, как вот там на фотографии. Вот, потому что люди иногда не видели никогда в жизни. Вот. Кроме агнцев мы делаем и с яичками, и с куличиками, да, и с пряничками. Какая-то более распространенная тема, когда зайчики, да? Ну, да. Но этого много в декоре и в других, в тарелках, в платочках, в салфеточках. А вот мы специализируемся именно на вот более таких культурно близких нам, да. Именно чтобы были яйца, чтобы были народные пряники. У нас есть целая серия с народными тульскими пряниками. Вот, и игрушек. Вот девочка приехала. Из Тулы? Из Тулы, наверное. Из деревни в Тулу. Вот она нарядилась и поехала в город. И вернется домой с подарками. Слушайте, это же целая история. Конечно, да. Когда очень можно... многих историй. Игрушек есть своя история. Как, например, вот у этой. Эта игрушка была сделана по мотивам картины Маковского. Я так и подумала. Да, когда сестра несет брата, они убегают от грозы. И он также, вот этот вот взгляд туда, назад. В сторону. Они, правда, менее тревожные, чем на картине. Да. Вот, потому что это уже больше история о семейных узах. То есть у нас их часто покупают, когда родственники вспоминают, что вот меня в детстве так носила сестра, или так носила меня мама. Вот, то есть это всегда человеку откликается как-то лично. Вот. Слушайте, потрясающе совершенно. То есть это можно и на новогоднюю елку, и вот и здесь у вас пасхальные такие настоящие. Этим ватная игрушка хороша, она легкая, поэтому ее выдерживает как и елочные ветки, так и веточки вербы. Вот. Она легкая и легкая сама по себе, то есть она выглядит воздушно, вот, поэтому подходит интерьером с цветами, часто в букеты их летают, ставят, украшают стол. Мы ставим дома сами между нашими куличиками, то есть делаем композицию. Ну да, нам ее же можно отдельно поставить, ну, да? Да, мы в каждой игрушке мы даем подставочку. Да, вот такую, или как вы видите на стенде, на верхнем ряду у них такая снизу идет, чтобы было совсем незаметно. Ну все, я пропала. Это предмет для коллекционирования. Смотри, какая девочка тоже. Да, когда ранняя Пасха, она такая по-зимнему еще одета. Нас часто спрашивают, а почему у вас они так по-зимнему одеты, если Пасха? А я напомню, что позавчера у нас с вами еще шел снег. Валил снег. Да, и Пасха бывает ранняя, бывает поздняя. Конечно. И лет 100 назад, если мы возьмем дореволюционные открытки, там народ на пасхальных открытках часто одет очень тепло. Удивительные вещи, очень трогательные, очень подходят этому особняку. И я надеюсь, что перед еще Пасхой кто-то успеет к вам прийти. Мастерская Селькова. Мы из Владимирской области приехали. Да, мы находимся в деревне Пески. У нас там разрушенный храм 19 века. Вот, мой супруг там настоятель, я матушка. И вот на деньги от игрушек, от мастер-классов мы его реставрируем. Именно поэтому мы сконцентрировали, что у нас главные темы это вот рождественские игрушки и пасхальные игрушки. Вот, потому что мы заметили, что как-то мало оригинального декора именно на эти темы. А кто у вас художник? Я. Я к вам девушка, платье, а вы, оказывается, матушка. Простите великодушно. Я просто наблюдала, но никогда с вами не разговаривала, поэтому спасибо большое. Это, по-моему, будет замечательное совершенно завершение нашего обзора ярмарки «Прабабушка» в усадьбе Муравьевых апостолов. Мы это все выпустим в субботу, да, когда мы уже начинаем наполняться пасхальной радостью. И в то же время мы надеемся, что, может быть, люди еще успеют, да, что-то такое купить, но у вас дадим и сайт, дадим все координаты, тем более, что
благое дело, которое всегда очень хочется поддержать. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Спасибо. Радостной встречи Пасхи Христовой. Ну что, мы, пользуясь опять служебным положением, хотели рассказать вам об удивительном проекте, который родился, когда осуществилась моя мечта, я попала в город Венецию, и там, уже совершенно сбившись с ног, вдруг обнаружила себя у витрины магазина тканей. Вот, естественно, я туда зашла, я думала, там точно будет какой-нибудь стульчик, я сейчас на нем посижу. Ну и дальше вышла я из этого магазина через 3 часа, и уйти без венецианских тканей, это последняя. Да, и вот еще одна, да, такая вот. Просто это я уже хожу 2-й месяц, она уже такая у меня бывалая. Вот, я купила 10 разных фрагментов ткани и приехала домой. И пришла Настя ко мне в гости. Вот, и я говорю: Настя, надо делать сумочки. Вот, Настя сказала: никаких проблем, я уже все придумала, сказала Настя, перебирая эти ткани. Если говорить серьезно, мы довольно долго выбирали форму, больше, меньше, выше, ниже. Настя героически нашла мастерицу, которая делает кисти. Это особенная наша гордость. Да. Долгие поиски, но очень удачные. Да, и вот это последние 2 сумочки, которые мы сегодня уже не продаем, потому что они закончились. Мы с Настей сделали их какое-то количество и решили, что это очень много, и мы в конце ярмарки будем раздаривать. И вдруг их нет, они закончились. Помимо сумочек мы еще дарили книжки. Наверное, видно, потому как я не связно сейчас говорю, что мы очень устали, но мы невероятно счастливы, потому что люди, которые приходили, наше такое начинание поддержали. Да, вот. Очень много добрых слов. Да, и вот это, то, что звучало сегодня на ярмарке, я хожу здесь и улыбаюсь, относилось тоже к нашим сумочкам. Это такая для нас с Настей премьера. Замахнулись на участие в маркете, да еще в таком необыкновенном. Поэтому можете нас виртуально или в комментариях поздравить, и мы надеемся продолжать. Мы уже придумали дальше, думаем над русской коллекцией. Ну и вообще. Это у нас первый выход был в свет, и мы считаем вполне удачный, да, выход. Я считаю, мы очень рады. И всех благодарим. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо. Ну что, найти какой-то укромный уголок в усадьбе Муравьевых-Апостолов не представляется возможным, но мы героически постарались снять для вас все самое интересное на ярмарке «Прабабушка». И самое главное, это не только мастера, с каждым из которых хочется немедленно подружиться, пригласить его в гости и узнать поподробнее, каким образом родилась та или иная история, но еще раз напомнить, что старинные московские дома, усадьбы с такой фантастической анфиладой или какие-то более скромные, заслуживает того, чтобы люди в них приходили, заслуживает того, чтобы здесь звучала музыка, бегали дети, стояли вазы с цветами, репетировали пасхальное настроение. И будем надеяться, что именно так оно и будет, и все больше и больше таких удивительных историй будет случаться в Москве и по поводу, и без.